El explorador paranormal del canal, Tim Morozov, en esta ocasión, continúa su investigación en la misma propiedad donde anteriormente parece haber captado algún tipo de entidad agresiva. Ahora, decidido averiguar qué ocurre exactamente en este lugar, decide pasar durante varias noches para poder documentar el tipo de actividad que ocurre aquí. За ту ночь ничего не произошло. Мне даже удалось поспать. Это еще раз подтверждает теорию о полтергейсте. Дело в том, что у полтергейста цикличная жизнь. Он зарождается, растет, с каждым уровнем становится сильнее и агрессивнее. Достигает своего пика, а потом снова исчезает на время. И так много раз. Я думаю, той ночью я как раз попал на пик его активности, а после чего он снова исчез. Я не знал, когда он снова появится, но очень хотел заснять все циклы его жизни. То есть я решил приезжать в эту квартиру каждый вечер и устанавливать камеры на всю ночь, пока полтергейст снова не появится и не пройдут все циклы его активности. Entonces, cada noche durante los próximos 11 días, Tim vendría a esta casa para documentar nuevamente cuándo ocurriría la próxima actividad paranormal, pero no obtuvo respuesta alguna, hasta la noche del 12º día. Этой ночью упала только эта корзинка, но это уже знак. Как я понимаю, полтергейст еще очень слаб. Корзинка очень легкая, и ему удалось воздействовать только на нее. Когда я увидел эти разбросанные предметы на полу, сначала я почувствовал беспокойство. Я подумал, что она снова может наброситься на меня, как в прошлом видео. La actividad poltergeist parece empezar a cobrar fuerza poco a poco cada día. Sin embargo, a partir de la noche número 16, esto se volvería más intenso. Я подумал, что после 16-й ночи это уже пиковое состояние полтергейста. Я решил, что есть возможность заснять его на тепловизор. Но была проблема в том, что я не хотел оставлять тепловизор в одном месте. То есть, как можно видеть на протяжении видео, установленные камеры не могли заснять все моменты происходящего. Parece que el poltergeist ha llegado a su máximo nivel de actividad, por lo que Tim decide arriesgarse e ir a documentar este evento sobrenatural, y captaría algo escalofriante. Так, друзья, 17-я ночь. Я не могу поверить, что снова возвращаюсь в этот дом в момент активности.
20:38. И уже началось. Черт. Блин. Давай же быстрее. Подготовить тепловизор. Не ожидал, что активность так сразу начнется. Apenas comenzando la investigación, Tim empieza a captar actividad en la casa, por lo que decide usar su cámara termográfica, pero no captó nada por el momento. Entonces, decide instalar unas cámaras en la casa y monitorear si ocurre algo durante la noche. Y esto fue lo que pasó. Здесь какие-то сбои на камере. Опять снова. Шкаф. Вижу отражение. Я сейчас что-то видел в отражении зеркала. То есть через тепловизор, но через зеркало. ¿Lo viste? Se logra apreciar al parecer algún tipo de entidad con la cámara termográfica que Tim logra captar a través de un espejo. Luego, Morozov retorna a monitorear las cámaras cuando algo captó su atención. Atentos. Я кого-то видел на тепловизоре сейчас. Чей-то силуэт. Я кого-то видел на тепловизоре сейчас. Чей-то силуэт. Сейчас. Сняла. Сейчас начнем.
Зачем ты это делаешь? Я спрашиваю, зачем ты это делаешь? Книга. По полу ездит. Черт. Кто там? Кто ты? Что он этим хочет сказать? Этими стуками. Откуда звук? La actividad poltergeist se manifiesta fuertemente en la casa. Sin embargo, según Tim, esta entidad no había alcanzado su mayor nivel, ya que anteriormente fue atacado y esta vez no fue así. Entonces, a pesar de lo ocurrido, Tim decide quedarse un día más. Y esto fue lo que pasó. Полетел мой штатив с камерой.
То есть он начал взаимодействовать с предметами, не относящимися к этому дому. Он точно пытается этим что-то сказать. Он сейчас здесь. Надо. Кто ты? Непонятные какие-то бормотания. Я спрашивал, кто ты? Кто ты? От этих слов мне друзья, я не понимаю, что это за слова, но слышно какие-то слова, и от этих слов очень жутко становится. Finalmente, Tim decide terminar su investigación, pero claramente podemos apreciar que esta propiedad tiene una fuerte actividad paranormal que está buscando tener algún tipo de contacto. Pero, ¿qué opinas tú? ¿Te atreverías a venir a investigar una casa como esta? ¿Qué le sugerirías a Tim que haga en esta ocasión? Escribe tu opinión en los comentarios. Recuerda suscribirte al canal y activar la campana para no perderte ningún video. Un agradecimiento muy especial a los miembros de este canal. Esto es Realidad Alterna.